Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу с вами поделиться вот таким вот узором, который с моей точки зрения будет очень эффектно смотреться на летних платьях, сарафанах, футболках, топах. Также будет замечательно смотреться в виде отделки на более теплых плечевых изделиях, где просто обычной лицевой гладью, к примеру, вяжем свитерок, а горловина, низ рукавчиков или что-то одно из этого, вот можно оформить вот таким узором. Идею этого узора я почерпнула вот из этой модели, которую нашла в общем доступе в интернете. Также я прикреплю схемку, как я увидела этот узор и как вязала свой образец. Раппорт этого узора составляет 20 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Для образца, который я буду провязывать вместе с вами, я набрала 23 петли, 2 кромочные, 1 петля симметрия и 20 петель узора. Итак, начнем. Первые 6 рядов узора мы вяжем платочной вязкой. То есть это или в лицевом и изнаночном будут лицевые все петельки, либо же изнаночные. Я буду вязать изнаночными петельками для того, что когда будет вводиться рисуночек с листьями, чтобы у меня изнаночная сторона была полностью изнаночными петлями. Итак, я провязываю 6 рядов изнаночными петлями, полностью ничего не меняя. Я провязала 6 рядов платочной вязкой. По лицу и по изнанке я вязала изнаночные петли. Вот что у меня есть. Теперь 7 ряд узора. Кромочная. 7 петель платочной вязки. В моем случае это изнаночные петли. 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 2 вместе с наклоном вправо. Для этого я переворачиваю петельки, чтобы они не получались у меня скрещенные. И провязываю их вот таким образом, как 2 вместе. Далее накид. 3 лицевые петли. Накид. И 2 вместе петельки с наклоном влево. Я провязываю их вот таким образом. Далее 7 петель изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
и кромочная петля. Изнаночный ряд я провязываю изнаночными петельками. Так как я платочную вяжу изнаночными, то изнаночный ряд я провязываю весь изнаночными петлями. Кто платочную вязку, платочный узор вяжет лицевыми петельками, тогда, соответственно, ту часть, где по схеме идет платочная вязка, вы провязываете лицевыми петлями. Но мне так удобнее, когда есть изнаночный ряд, я провязываю просто изнаночными петельками. И кромочная петля, ее провязываю изнаночной скрещенной. Вот начинается наш листочек. Далее 9 ряд. Идет 5 петель изнаночных, 3, 4, 5. И далее будет 3 вместе с наклоном вправо. Первая петелька это та, которая у нас была 2 вместе. Вот мы за нее будем и поднимать. Я также переворачиваю все петли, возвращаю их на спицу, чтобы передняя долька смотрела ко мне. И вот за вот эту петельку поднимаю все 3 вместе и провязываю их. Далее идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, последняя лицевая и опять 3 вместе с наклоном вправо, только здесь я просто вот так их поднимаю и провязываю как 3 вместе. Далее у меня идет 5 петель изнаночных. 2, 3, 4, 5. И кромочная петля, лицевая кромочная. Вот вырисовывается листочек. Изнаночный ряд, все изнаночные петли. В 11 ряду мы продолжаем формировать листочки. Кромочная, изнаночная, 3 их получается нужно провязать. Как я их считаю, я не всегда запоминаю, сколько вот здесь мне нужно петелек провязать. Просто от вот этой петли, которая у нас идет 3 вместе, еще 2 петельки я оставляю. До этого все провязываю платочной вязкой. Теперь 3 петли вот эти вместе провязываю вот таким образом. Далее 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 3 вместе. С этой стороны я обычным способом поднимаю и провязываю их как 3 вместе. И 3 изнаночные петли. Кромочная. 12 ряд провязываем полностью изнаночными петельками, если вы вяжете так, как я. 13 ряд. Кромочная. 1 петля платочная. Далее 3 вместе вот эти. Чтобы они были не перекрученные, я переснимаю петельки и провязываю за 3-ю петельку, поднимая все это, как 3 вместе. Вот таким образом. Далее у меня до
центра листочка идут лицевые петельки. Перед центром накид, лицевая, накид. Далее до следующего центра листочка идут лицевые петли. Когда вы вяжете, отчетливо видно, где центр листочка. И поэтому нет смысла, надобности считать, сколько петелек нужно провязать. Просто вяжется. Провязала вот листочки я, теперь опять 3 вместе и 1 изнаночная петля, далее кромочная. Вот такой листочек у нас получается. Далее 14 ряд, изнаночные петли. Я его показывать не буду. Просто покажу, что мы с вами провязали. Мы провязали 1 раппорт узора в ширину и 1 раппорт узора в высоту. Далее начинаем с первого ряда. И вот такой узор получается. Чем больше полотно, тем больше формируются вот эти волны. И поэтому очень красиво смотрится, как низ изделия. Если же вы не хотите, чтобы здесь были волны, то нужно сделать какую-то укрепляющую планку. Неважно, платочной вязкой больше провязать выше, или же резинку пустить, или же другим каким-нибудь узором. Спасибо, что это время провели со мной. Всем легких петелек. До встречи на канале.